Привет, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последнего дня. И начнем сразу с Камчатки. Сильный снежный циклон обрушился на восточное побережье Камчатского края. Стихия принесла с собой штормовой ветер и обильные снегопады, существенно осложнив жизнь в Петропавловске, Камчатском и регионе. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ухудшение погодных условий началось еще 8-10 ноября. Однако пик циклона пришелся на 11 число. За короткое время выпало значительное количество осадков. Порывы ветра достигают штормовых значений, что привело к сильным заносам и образованию условий практически нулевой видимости. На дорогах города наблюдаются серьезные пробки и затруднения движения. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но не справляются с быстрым накоплением снега на дорогах. Власти города рекомендуют жителям по возможности оставаться дома и воздержаться от использования личного транспорта. Ряд мероприятий и занятий в образовательных учреждениях отменены или переведены на дистанционный формат. Оперативные службы предупреждают о высоком риске схода лавин в предгорных районах, а также о возможных перебоях в электроснабжении и работе связи. Согласно прогнозам метеорологов, влияние циклона сохранится на восточном побережье Камчатки еще некоторое время, и улучшение погоды ожидается только к концу суток. Сильные и внезапные дожди обрушились на город Витория-да-Конкиста на юго-западе бразильского штата Бахия, вызвав масштабные и опасные затопления. По данным Центра мониторинга и предупреждения о стихийных бедствиях, интенсивность осадков была исключительной. Всего за 20 минут в городе выпало 57 мм осадков. В некоторых районах уровень осадков и вовсе достиг 72 мм. Экстремальный уровень осадков привел к тому, что улицы города превратились в бурные и опасные реки. Одним из наиболее драматичных эпизодов стало происшествие с участием муниципального служащего Жеральда Сараевы. Его автомобиль на улице в районе Журема подхватил мощный поток воды. На кадрах видео, снятого шокированными очевидцами, видно, как автомобиль начинает тонуть, а водитель в отчаянии пытается спастись, забравшись на крышу. Спустя всего несколько секунд мощный грязевой поток полностью поглотил и транспортное средство, и мужчину. Его унесло сильным течением, примерно на 550 метров. К счастью, оперативно прибывшие на место спасатели смогли вытащить его из воды живым. Мужчина отделался лишь незначительными травмами, хотя и успел наглотаться воды. Он был немедленно доставлен в местную больницу и находится под наблюдением врачей. Власти города призывают жителей к максимальной осторожности в условиях продолжающейся непогоды и не рисковать, пытаясь пересечь затопленные улицы. Небольшой самолет, направлявшийся на Ямайку с гуманитарной помощью для жертв урагана, потерпел крушение в пруду в жилом районе Коралл-Спрингс вскоре после вылета из аэропорта Форт Лодердейл. Авиакатастрофа произошла утром в понедельник. Самолет столкнулся с пальмами и забором перед падением в водоем. На данный момент точное число людей на борту официально не называется, хотя первоначальные сообщения указывали на 15 человек. Власти не обнаружили никого на месте крушения во время первоначальных спасательных работ, и поиски на воде переросли в операцию по извлечению обломков и тел. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование причин крушения. Дома в результате падения самолета повреждены не были. В воскресенье на северо-западе Индианы разыгрался сильный зимний шторм, принесший значительные снегопады и редкое метеорологическое явление – снежную грозу. В Мичиган-Сити ночной снегопад привел к образованию белой мглы. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 56 км в час, и высокой интенсивности осадков, видимость на дорогах была практически нулевой. В некоторых районах, подверженных наиболее сильному выпадению снега, до утра понедельника выпало около
около 30 сантиметров. К югу и востоку от Мичиган-Сити, в районе Честера, местные жители стали свидетелями грозы во время интенсивного снегопада. Метеорологи связывают этот шторм с сильным вторжением арктического воздуха, которое привело к рекордно низким температурам в регионе. Власти призывают водителей воздержаться от поездок. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Восточные районы округов Росино-Кеноша в штате Висконсин оказались под ударом сильного снегопада, который обрушился на регион в ночь с воскресенья на утро понедельника. Снегопад был крайне локализованным, но очень интенсивным. В то время как в западных частях округов выпало всего несколько сантиметров снега, на территориях, прилегающих непосредственно к озеру Мичиган, сугробы достигли внушительных размеров. Максимальные сугробы, зарегистрированные в Плезент-Прейри, там выпало 33 сантиметра снега. Метеорологи отмечают, что такая аномалия для западного берега озера Мичиган стала возможной благодаря сочетанию теплой воды в озере и резкого вторжения холодной арктической воздушной массы. Быстрое накопление снега привело к крайне плохой видимости и сложным условиям на дорогах. Власти выпустили погодное предупреждение. Несколько учебных заведений отменили занятия. ноября во время очередного мощного извержения вулкана Килауэа недалеко от фонтанов лавы в кратере Хале-Мау-Мау сформировался торнадо. Раскаленные потоки и шлейфы газа, поднимавшиеся на высоту до 5000 метров над уровнем моря, создали уникальные атмосферные условия. Именно в этот период, примерно в полдень по местному времени, в стороне от вулкана сформировался быстро вращающийся вихрь. Это явление наблюдатели называют часто «волнейдо». Он сформировался в результате столкновения холодных масс окружающего воздуха и теплых воздушных масс, исходящих от вулкана. Комитет по чрезвычайным ситуациям в районе Ас-Сабия, расположенном примерно в 80 километрах к югу от столицы Ливии Триполи, выпустил экстренные предупреждения и распорядился об эвакуации жителей из домов, находящихся в непосредственной близости от расширяющихся провалов и трещин в земле. Явление, впервые зафиксированное в начале 2024 года, продолжает прогрессировать, представляя серьезную опасность для инфраструктуры и населения. По сообщениям местных властей, ранее появившиеся трещины и провалы увеличиваются в размерах. Некоторые из трещин достигают 800 метров в длину и нескольких метров в глубину. Жителям было предписано немедленно покинуть опасную зону. Точные причины образования этих загадочных трещин пока не установлены. По одной из версий, причиной могли стать сильные паводки и наводнения, которые размыли почву. Другие эксперты не исключают вероятность геологической активности, что вызывает у местных жителей опасения после разрушительного землетрясения в Марокко. В настоящее время проводится всесторонний анализ ситуации в Ас-Сабия, чтобы выявить точную причину и разработать меры по стабилизации грунта. Зима уверенно вступает в свои права в Сибири и на Дальнем Востоке. В Кузбассе уже установился устойчивый снежный покров, а на границе с соседним Красноярским краем зафиксированы рекордные для России сугробы. По данным метеорологов на 10 ноября, высота снежного покрова в Кемеровской области варьируется в широком диапазоне – от скромных 4 сантиметров в низинах до внушительных 59 сантиметров в предгорьях и таежных районах. Самые высокие сугробы отмечены прямо у административной границы Кемеровской области с Красноярским краем. Метеостанция «Ненастная» стала абсолютным лидером по высоте снежного покрова в стране, зафиксировав ошеломляющие 76 сантиметров снега. Это исключительный показатель для начала ноября, который опережает даже традиционно снежные регионы. Немного южнее, на неожиданном прииске, сугробы достигли солидных 38 сантиметров.
Не отстают в подготовке к зиме и другие районы. В поселке Палана на Камчатке высота снежного покрова достигла 70 сантиметров. В Якутии в Чекурдаче зафиксировано 67 сантиметров снега. Тем не менее, на данный момент именно метеостанция «Ненастная» удерживает пальму первенства по максимальной высоте сугробов. Солнце продолжает проявлять беспрецедентную активность. За последние двое суток произошли две мощнейшие вспышки наивысшего класса X, направленные прямо к Земле. В результате планета находится под угрозой двойного удара от корональных выбросов массы, что может привести к сильным геомагнитным бурям в ближайшие дни. Последнее событие произошло 10 ноября, когда активная область Солнца AR-4274 изверглась вспышкой класса X1 и 2. Скорость выброса оценивается в 1321 км в секунду, что предвещает его скорое прибытие к нашей планете. Ситуация усугубляется тем, что Земля уже ожидает прибытия плазмы от предыдущей вспышки класса X1 и 7, которая произошла 9 ноября. Наибольшая опасность представляет возможность слияния двух волн плазмы, если более быстрый второй выброс от вспышки X1 и 2 догонит первый выброс от X1 и 7. Это может вызвать гораздо более сильные геомагнитные штормы, чем ожидалось от каждого выброса по отдельности. Национальное управление океанических и атмосферных исследований сообщает о высокой вероятности объявления сильной, уровня G3 или даже очень сильной геомагнитной бури. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в западной части Турции. По данным Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции, подземный толчок был зафиксирован вчера в 21:20 по местному времени в районе Сындыргы, провинции Балыкисар. Эпицентр землетрясения находился примерно в 51 километре к юго-востоку от центра города Балыкисар. Глубина очага составила 10 километров. Подземные толчки ощущались по всему региону, включая соседние провинции Бурса, Измир, Маниса и Кютахия, а также ощущались жителями Стамбула. Сообщения от очевидцев указывают на то, что вблизи эпицентра землетрясение ощущалось довольно сильно из-за его небольшой глубины. По предварительным данным от местных властей, сообщений о жертвах или серьезных разрушениях инфраструктуры не поступало. Службе по управлению чрезвычайными ситуациями были немедленно направлены в пострадавшие районы для проведения осмотра и оценки возможного ущерба. Лахор, второй по величине город Пакистана, вновь оказался во власти густого токсичного смога. Качество воздуха в мегаполисе достигло опасного уровня, что привело к серьезным рискам для здоровья 14 миллионов жителей и вызвало обеспокоенность как местных властей, так и экологических экспертов. Согласно данным мониторинга, проводимого различными службами, индекс качества воздуха в разных районах города регулярно превышает отметку в 400 и даже 500, что соответствует категории «чрезвычайно опасно». Это делает Лахор одним из самых загрязненных городов мира, часто уступающим по этому показателю только Дели в Индии. Сезон смога в Пенджабе, который обычно длится с октября по февраль, вызван сочетанием нескольких факторов. Выбросами от старого и плохо обслуживаемого транспорта, на который приходится более 83% загрязнения в Лахоре, промышленными выбросами и сезонным сжиганием стерни на полях. Загрязнение усугубляется погодными условиями. Зимой из-за температурной инверсии загрязняющие вещества оказываются запертыми в нижних слоях атмосферы. В воскресенье на город Ньюкасл в провинции Квазулу-Натал в ЮАР обрушился мощный шторм, который принес не только проливные дожди, но и сильный град. В результате стихийного бедствия произошло масштабное наводнение. Улицы в центральной части города стали похожи на реки. В некоторых районах Ньюкасла также выпал сильный град, который усилил разрушительный эффект шторма. Потоки воды и града нанесли урон не только дорогам и зданиям, но и подстанциям, что привело
привело к массовым отключениям электричества. В нескольких районах размыт асфальт и повреждено дорожное полотно. В результате разгула стихии пострадали как частные дома и автомобили, так и административные здания. Южноафриканская метеорологическая служба выпустила предупреждение об ожидаемых сильных грозах во вторник. Жителям настоятельно рекомендуется ограничить свое передвижение и избегать затопленные районы. Недавно открытая астрономом-любителем Геннадием Борисовым долгопериодическая комета 2025 В1 быстро теряет яркость и, по всей видимости, распалась на фрагменты. Катастрофический распад был предсказуем. Комета низкой яркости резко увеличила светимость в сотни раз незадолго до обнаружения 2 ноября, что свидетельствовало о начале разрушения ядра. Измерения орбиты показали, что ее эксцентриситет превышает единицу, что означает гиперболическую, незамкнутую траекторию. После сближения с Солнцем остатки кометы будут навсегда выброшены из Солнечной системы и станут межзвездным объектом. Подобный механизм мог привести к нам ранее обнаруженный межзвездный объект 3И Атлас. Не исключено, что через миллионы лет фрагменты кометы Борисова достигнут другой планетной системы. В Сан-Паулу водитель чудом выжил после полета на машине по лестнице. На кадрах видно, как автомобиль на высокой скорости подъезжает к краю лестницы и устремляется вниз, пролетев несколько лестничных пролетов. Прибывший на место полиции, мужчина дал обескураживающее объяснение. По его словам, он работал охранником всю ночь и находился в состоянии сильного переутомления. Он признался, что забыл вовремя принять таблетки от артериального давления и совершенно не помнит деталей того, как его автомобиль съехал с дороги на лестницу. Тем не менее, полиция решила проверить его на прием алкоголя и запрещенных веществ. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.